Майкл жил в уединенном доме у подножия гор, где тихие леса и величественные скалы создавали атмосферу спокойствия. Он искал покоя и уединения после потери семьи, которая оставила в его сердце глубокую рану. Каждый день он гулял по окрестностям, наслаждаясь простыми радостями, свежим воздухом, пением птиц и красотой природы. Но, несмотря на это, одиночество все еще терзало его душу. Однажды утром, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом, Майкл вышел на крыльцо, чтобы насладиться утренним кофе. Внезапно его внимание привлекло нечто необычное. Он увидел орла, приземлившегося прямо перед его домом. Птица выглядела изможденной и раненой, с поврежденным крылом. Майкл почувствовал прилив сострадания и, не раздумывая, решил помочь бедному существу. Собравшись с силами, Майкл последовал за орлом, который, несмотря на свою травму, начал двигаться в сторону леса. Путь был трудным, и Майкл сталкивался с множеством преград. Низкие ветки, каменистые тропы и крутые склоны. Но он не сдавался, ведь понимал, что за орлом скрывается нечто важное. Они добрались до скалистых утесов, где Майкл увидел гнездо с птенцами. Сердце его забилось быстрее. Он понял, что эти маленькие орлята тоже нуждаются в помощи. Не теряя времени, Майкл начал подъем к гнезду. Это было непросто, но его решимость была сильнее страха. Он осторожно взобрался по скалам и, наконец, добрался до гнезда. Там он увидел 3 орлят, которые беспомощно пищали, ожидая, когда их накормят. Майкл аккуратно завернул птенцов в свою куртку, чтобы защитить их от холода и опасностей. Сложив их к себе на грудь, он начал спускаться вниз, преодолевая опасные участки. Каждый шаг давался ему с трудом, но он был полон решимости спасти этих маленьких созданий. Вернувшись домой, Майкл устроил орлятам теплое гнездо, сделав их временным домом. Он заботился о них, кормил и следил за тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности. С каждым днем птенцы росли и вскоре начали учиться летать. Майкл наблюдал за их успехами с гордостью, чувствуя, как его сердце наполняется радостью, которую он давно не испытывал. Прошло время, и орел, выздоровевший от своих травм, вернулся к Майклу. Он, казалось, понимал, что его птенцы в надежных руках. Пришло время для их возвращения в дикую природу. Майкл собрался с мыслями, зная, что это будет непросто. Он вышел на крыльцо, где его ждали орлы. С трепетом в сердце он попрощался с ними, и в тот момент, когда они взмыли в небо, Майкл почувствовал, как его душа наполнилась светом. После этого Майкл начал новую жизнь. Он решил написать книгу о своих приключениях с орлами и о том, как они изменили его. Вдохновленный своим опытом, он нашел радость в новых приключениях и стал делиться своими историями с другими. Иногда орлы возвращались к дому Майкла, кружили над его крышей и садились на деревья рядом. Эти визиты стали для Майкла особенными моментами, напоминанием о том, что он не одинок. Он обрел новую семью, семью птиц, которые поддерживали его и приносили радость в его жизнь. Майкл понял, что даже в самые трудные времена можно найти свет и надежду, если открыть свое сердце для любви и заботы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.